I'm honored to present my research data today in the beautiful city of St. Petersburg. I'm an ophthalmologist. I'm basically a vitreoretinal surgeon, but as a scientist I work on dry eye. So I want to present you some of my data today. Дорогие коллеги, разрешите поприветствовать вас. Для меня честь быть сегодня здесь с вами. Я хотел бы представить вам результаты своей научной работы. Я хотел бы подчеркнуть, что по основной специализации я являюсь витреоретинальным хирургом, однако моя область работы в науке – это сухой глаз. So to start, I have to explain what we are doing. We are working on a non-animal consuming model. That means that we have a basis where we test ophthalmics, where we test drugs, and this is basically the eval system, ex vivo eye irritation test. Я хотела бы сначала коротко представить вам, чем мы занимаемся. Мы занимаемся исследованием различных препаратов, в частности их токсичности, при помощи модели, которая является, если можно так выразиться, сберегающей экспериментальных животных. Потому что в данном случае используются только роговицы, а не, то есть само это исследование не требует забоя экспериментальных животных. So we use slaughterhouse rabbit corneas. That means they are meant for the food chain. That are centered here in our system, so we can analyze a living tissue and use it for drug applications. Таким образом, мы получаем роговицы с скотобоин, то есть оттуда, где кроликов забивают для питания, как продукт питания, а мы, помещая роговицу в наше специальное устройство, уже и занимаемся исследованием свойств различных препаратов на вот такой модели. Okay, normally uses animal model. The common animal model for eye irritation or for drug application is a trace model. That means that you need a rabbit and you need to apply drugs, and it's very hard to handle because you need narcosis for every drug application. И если говорить об обычной практике, то, как правило, это так называемый тест драйс, это исследование свойств и раздражающих, в частности, свойств на роговицах экспериментальных животных. И следует подчеркнуть, что каждое такое применение исследуемого препарата требует значительной анестезии и даже наркоза. So there are basically some new models to replace the trace test. There are some organ type methods and there are some cell culture based methods. But our method combines both, so we can really say that we can replace the trace test. Если говорить о заменяющих вот такой метод моделях, то в первую очередь это модели, основанные на органно основанные модели, или же это культура клеток. Что касается нашей, то мы считаем, что мы объединяем оба этих свойства и таким образом можем заменить применение лекарственных средств для исследования на экспериментальных животных. So we have different approaches. We can look via OCT at the tissue. We can look with fluorescent stains at erosions and monitor this over time. Мы можем в результате оценивать роговицу различными методами, в том числе вы видите здесь на слайде представлена оптическая когерентная томография. Мы можем применять окраску флуоресциином и наблюдать наши модели с течением времени. And the basic tests, as you see here, we induce corneal erosion and see how the speed of the healing is. You can see over 3 days what happens. Здесь представлена наша основная методика, то есть мы вызываем эрозии роговицы и затем следим за их заживлением. Вот вы видите на данном слайде показано заживление инвитро в течение 72 часов, полное заживление. So same with the OCT method. Here this is an alkali burn with different concentration of the toxin. And you can see a dose dependence with our OCT imaging. Что касается применения ОКТ, которое показано на этом слайде, то вот здесь мы проводили исследование влияния щелочного раствора, то есть создавали экспериментальный щелочной ожог
щелочь была в разной концентрации. Вы можете оценить, насколько глубоко поражает щелочь разных концентраций роговицу по данному КТ. The same with treatment options with alkali burns. There are different approaches with water, or with calcium gluconate, or with hexafluorine, and you can see the results are better with the hexafluorine combined with the other methods. Мы оценивали также побочные эффекты различных лекарств для лечения химических, то есть щелочных ожогов. И здесь вы видите фтористую кислоту, и затем фтористую кислоту споласкивали водой, фтористую кислоту глюконатом кальция споласкивали и различными другими лекарственными средствами. But at the end, you need a proof of principle, of course. You have to get in the ring with the animal model. And we tested 38 substances and compared it with a toxicology classification, the GHS classification, and took a look. And we've seen that we got good alignments with the animal model in 25. Where is it? 25 cases, it's not all there. So in 28 cases, sorry. 28 cases we got it totally right with the animal model, but in 5 cases we were under-predictive and in 5 cases we were over-predictive. Для того, чтобы доказать жизнь, если можно так сказать, жизнеспособность этой модели, мы оценили ее, сравнивая с обычными исследованиями различных веществ на животных. И оказалось, что практически наша модель давала те же результаты, что исследования на живых животных. 38 случаев соответствия по критериям оценки были обнаружены. Единственное, что в 5 случаях наша модель дала как бы избыточный ответ, и в 5 случаях недостаточный ответ, такого, как реакция на различные раздражители. But we believe that it's not our fault. We've seen that the GHS classification say that the toxic result is there if 1 out of 6 animals show some toxicity. Но мы считаем, что нашей ошибки здесь нет, потому что классификация GHS считает, что по этой классификации, если у одного животного из 6 наблюдается токсический эффект, то препарат уже можно считать токсичным. And novel analysis by Borosa and his team showed that we might be closer to the reality or closer to the truth than even the animal model. А последние исследования, предпринятые Борозой и его группой, показали, что мы можем быть даже ближе к реальности, чем обычные модели на животных. So this is a chaos we have to handle. Just a short look. А здесь я показываю вам, каким образом выглядит наша экспериментальная лаборатория, исследования на моделях. So, but I wanted to talk about RIA at the end, to just excuse my way to present the data. I wanted to say something about corneal healing and side effects of artificial tear products. Я, конечно же, буду говорить сегодня о особом глазе, чтобы оправдать мое присутствие здесь, но в первую очередь я хотела бы говорить о заживлении роговицы. So, as you remember my healing model, we've seen that applying dexpantanol, hylocomod or hylocare results in a different healing speed. Если вы вспомните мою модель создания эрозии роговицы и их заживления, мы на такой модели исследовали препараты декспантенол, хилокомод и хилокер. So basically, dexpantanol as well as hyaluronic acid heal tissue, but the healing speed was faster with hylocomod significantly, and a little bit more, not significantly, with hylocare, which combines dexpantanol and hyaluronic acid. Оказалось, что в принципе, и мы знаем с вами, что и декспантенол, и гиалуроновая кислота способствуют заживлению таких травм роговицы. Что же мы получили в результате? Хилокомод оказался значительно лучше в плане скорости заживления, чем декспантенол, а смесь декспантенола и хилокомода оказалась лишь несколько лучше, чем декспантенол. Okay, this is an old story, probably. We have heard about phosphate buffers, but we should remember that because some phosphate buffers are still in our products.
So this is an alkali burn, and you see a calcification of the cornea using phosphate buffered salines. Ну а теперь немножко, можно сказать, о старой истории, но мы не можем о ней не говорить, потому что, как вы уже сегодня слышали, часть препаратов, которыми мы пользуемся, содержит фосфатные буферы. И что же может происходить? Если после химического ожога используется препарат с фосфатным буфером, вы можете столкнуться с такой ситуацией, как представлено на нижней фотографии. So, but you have to keep in mind if you the images. Here. Sorry. Keep in mind that you need calcium to induce this. So our tears have a certain amount of calcium, which we applied in our model, and we can show that if you use hyaluronic acid containing eye drops with phosphate buffer, you get the same reaction. You get some calcification, as you can see here, the COSA stain. Вы, конечно же, для того, чтобы произошла кальцификация, нам нужен кальций. В норме наши слезы содержат некоторое количество кальция. Мы применили в нашем экспериментальном методе натрий гиалуронат с фосфатным буфером в сочетании с искусственной слезой, содержащей хлорид кальция. И вот результат, который мы получили. And it prevents healing. After 4 days, we haven't seen any healing. Кроме всего прочего, это препятствует заживлению, и на 4-й день, как вы видите, мы не обнаружили никаких признаков заживления. So in comparison, we see good healing after 2 and something. Between day 2 and 3, we see perfect healing with our unpreserved hyaluronic acid-based fluorochromoid eye drops. Напротив, мы получили очень хороший результат при применении хилокомода. Здесь вы видите, что со 2-го дня на 3-й, то есть до 3-го дня, у нас произошло очень хорошее заживление эрозии при применении хилокомода. But if you look at different artificial tear products, they are not all the same. Well, we know much about the toxicity of benzalkonium chloride, this is for sure. We see that we got serious erosions after 3 days after hourly applications. Нужно еще сказать о том, что не все препараты искусственной слезы одинаковые. Конечно, во многом это может зависеть от бензалкония хлорида. Посмотрите на правый столбик снимков, отражает результаты закапывания бензалкония хлорида в течение ежечасного закапывания бензалкония хлорида в течение 3 дней. И вы видите, насколько возросла площадь эрозии. So we were very convinced to see a similar reaction with cathinol, which contains catalconium chloride, which is basically the little brother of benzalkonium chloride. Мы увидели практически такой же эффект с препаратом катионорм, который содержит не бензалкония хлорид, а кеталкония хлорид, как бы младший брат бензалкония. So with Optiv, there were some corneas showed some reoccurrence of erosion at the end, and some don't. Что касается препарата Аптив, то в некоторых случаях мы столкнулись с рецидивом эрозии к концу периода наблюдения, то есть на 3-й день, а на некоторых роговицах никаких следов эрозии не отмечалось. But if you apply it for 5 days, you can see the image at the end, but you got a reoccurrence in all the corneas treated. So this is... Если же рассмотреть более длительный период, то в случае применения Аптив во всех случаях отмечался рецидив эрозии к 6-му дню. And we believe that this is based on a preservative, it's oxidative type preservative, it's prohibitive. И мы думаем, что это связано с консервантами, и в данном случае используется окисляющий консервант пурит. So a subject where most of thermometers don't take a deeper look into is the osmolarity of the tears. И тот аспект, которому мы часто уделяем недостаточное внимание, это осмолярность слезы. But still, we all know these kind of people. Но все-таки мы все с вами сталкивались вот с такими пациентами. So our physiological osmolarity of the tear film is 290 around milliosmol per liter. Физиологическая осмолярность слезы составляет около 290 микроосм на литр.
So in dry eye it's around 300. При сухом глазе, синдроме сухого глаза это около 304. And interestingly, in an animal model, we've seen that osmolarity around 340 milliosmol per liter induces pain due to cold-sensitive corneal receptors. И что интересно, что в моделях на роговице животных мы обнаружили, что осмолярность 340 вызывает болезненное ощущение, потому что из-за воздействия на чувствительное к холоду нейроны роговицы у крыс. So this is just a number of products. I've analyzed around 100 ophthalmics and looked at the osmolarity of them. And you can see that there are some with a very low osmolarity and some with a medium osmolarity, and then there was a high osmolarity that very well could induce ocular pain while installed. На самом деле на этом слайде представлена лишь часть моих результатов, потому что я исследовал более 100 препаратов на их осмолярность. Есть препараты с низкой осмолярностью, как вы видите, есть более высокая осмолярность, и вот те, у которых более высокая осмолярность, более вероятно вызовут боль при инстилляциях. But we shouldn't stop treating dry eye with artificial tear products, of course. So anti-inflammatory drugs become more and more available and useful. И хотя, конечно же, мы не должны прекращать лечение наших пациентов с сухим глазом препаратами искусственной слезы, все-таки на сегодняшний день часто идет речь о препаратах противовоспалительного действия у этих пациентов. So we thought about the galenics of drugs. We know that cyclosporine is available as diastasis, or there is a novel approach already on the market, but they are all cause discomfort in our patients. А теперь поговорим о так называемых галеновых смесях, галеновых растворах. Мы знаем, что на сегодняшний день на рынке есть препарат циклоспорина под названием пристазис, но мы прекрасно знаем, что этот препарат может вызывать неприятные ощущения у пациента при закапывании. So we used a novel approach and dissolved the cyclosporine in semi-fluorinated alkanes, which is just a solvent for lipid drugs. Мы попробовали растворять циклоспорин в растворителях для липид-содержащих лекарственных средств. And we've seen this is a result showing that we can even get the cyclosporine into the eye. We can do that with our approaches, but not so much with stasis. И на этом слайде показано, что мы можем получить даже проникновение циклоспорина внутрь глаза, если будем применять вот такие растворители, о которых мы говорили, но этого не происходит при применении препарата рестазис. So we believe that we not only can treat dry eye with our approach, but probably uveitis as well. И мы считаем, что при применении именно вот такой методики, такого подхода, мы, может быть, сможем лечить не только сухой глаз, но даже увеит. Okay, so if we look at the results, then we see that we should keep in mind that we shouldn't use products with phosphate buffers or preservatives. И теперь в заключение, если мы можем сказать, что мы не должны были бы использовать препараты, содержащие фосфатный буфер, и нежелательно использовать препараты, содержащие консерванты. So, and we shouldn't use hyperosmolaric, hypertonic drugs as well. И мы не должны были... И мы не должны были использовать также препараты с слишком высокой осмолярностью, гиперосмолярной. I don't have to stretch the truth to say that Ursafarm thought about these things and none of their products contains any of those. И я не открою никакую новую истину, если скажу, что препараты компании Ursafarm как раз и соответствуют этим критериям, потому что они не содержат ни фосфатного буфера, ни токсичных консервантов. Then thank you for your attention. Благодарю вас за внимание.